Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Озимок. Подписываемся на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Телеграм, Одноклассники, ВКонтакте. И вяжем вместе со мной очередные следочки, которые очень просто вяжутся. Чтобы не выкидывать остаточки пряжи, я вот использовала два вида, а тут оказывается еще даже три. У меня один следок вот такой получился. Ну, бывает и так. Серый цвет попался в остаточках, я его тоже извязала. И я думаю, что с удовольствием такие следочки буду носить. Они, смотрите, с одной стороны, там где подошва, более плотное вязание такое, а здесь немножечко ажура, что нам не помешает. Поэтому предлагаю посмотреть и использовать свои остатки пряжи. Берем остаточки любой пряжи. Я вот хочу показать вот такие следочки. У меня были остаточки сиреневого и серого, и я решила связать следки. Мы начинаем вязать мысок, набираем в петлю 11 столбиков с накидом. Потом превращаем их в 22. Вот я написала 11, 22, 44. И потом мы начинаем вязать. 3 воздушные петли набрали. И в круг набираем 11 столбиков с одним накидом. Потом мы затягиваем петельку нашу. В каждом столбике провязываем по 2. Получаем 22. И в следующем ряду еще по 2. Получаем 44. Раз, два, три, четыре, пять, 6, 7. Подтягиваем ниточку. 8, 9, 10, 11. Ниточку затянули. Столбики соединительным столбиком соединили. Теперь наша задача провязать в каждом столбике по 2. В каждом по 2. И в следующем ряду тоже по 2. 44 столбика мы получаем. Это для размера среднего женского размера. 44 столбика. Первый ряд набрали, увеличили до 22, до 44, и еще потом раз, два, три рядочка вяжем без увеличения, и потом уже узор. Провязали мысок 11, 22, 44 и 3 ряда просто столбики с одним накидом. Привязываем ниточку и начинаем с серого цвета. Там же вот где у нас был шов, там мы привязываем между столбиками, чтобы было удобнее вязать между столбиками. Начинаем вязание с подошвы. Сейчас еще разочек мы начнем. Вязание с подошвы. На подошве узор будет немножко другой, более плотный. Вверху будет поажурней. Раз, два, три. И столбик с одним накидом. Галочка на стопе будет. Это плотный узор, который хорошо, он и смоется хорошо, и в то же время через 2 столбика. И в то же время будет плотное вязание именно там, где мы с вами ходим. Через 2 столбика вяжем галочку. Вот. Допустим, 4. Теперь через 4 столбика вяжем веерок. Раз, два столбика с накидом, 2 воздушные петельки. И еще 1, 2, веерок. Раз, два, три, 4. Между столбиками через 4 столбика я провязываю 2 воздушные и еще точно так же. То есть вот вяжем наши веерочки впереди, а там, где стопа, столбики, такие галочки. Я провязала 7 веерочков, и опять перешла на галочки там, где у нас стопа будет. Через каждые 2 столбика мы провязываем, а веерочки через 4 присоединяемся. Вот. Стопа у нас будет таким узором, верх ажурный. Теперь в центр галочки
Заводим крючок, 1, 2, 3 и провязываем вот таким образом. То есть мы вяжем в центр галочки галочку. Никаких воздушных петель мы не делаем. Стопа должна быть плотной, а вверху у нас будет более симпатично и ажурно. И тоже мы с вами в сам веерок, вот в сам веерок, вводим крючок и провязываем 1, 2, 2 воздушные петельки и 1, 2. Вот. Вяжем по кругу, сменяя узор, и у вас должно получиться вот так вот. Вверху у нас будут такие ажурные веерочки, а стопа будет более плотная. Нужно связать до пяточки. Я провязала 11 рядов, 11 рядочков. У всех это может быть разное расстояние в зависимости от длины ноги, от толщины пряжи и так далее. Вот по центру оставила 3 веерочка, их мы не вяжем, поставила маркеры. Вяжем теперь от маркера до маркера. Вот. Нашим же узорчиком веерочек, 3 воздушные петли набрала, столбик, 2 воздушные петли, 2 столбика. Вот. Точно так же мы вяжем сейчас весь наш узор, только не по кругу, а туда и обратно. Узор у нас не меняется. Я думаю, что сложностей нет. Вяжем, меряем на ножку. Можно по носку мерить, сколько необходимо. На пяточку. У меня вот на пяточку ушло 8 рядов. Вот от сих до сих 8 рядочков. Но тут у всех по-разному. Довязываем до маркера наш веерок и будем поворачивать в обратную сторону. Довязали, сделали разворот, соединительным столбиком в центр соединились, и также вяжем 3 воздушные петли, столбик с накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика. То есть вот такой разворот, совсем не сложный. Разворачиваемся и вяжем в обратную сторону. Меряем по ножке. Провязала на размер пяточки. И смотрите, за счет вот того, что у нас такое вязание и плотное, и ажурное, вот такая выемка получилась для пяточки. Теперь соединяем на изнаночной стороне, конечно же. И просто-напросто, соединяя все наши столбики с одной стороны и с другой, провязываем столбиками без накида по факту все наши столбики, как у нас есть. И там, где воздушная арочка, и там, где у нас просто столбики, проходим и прошиваем туда и обратно. Прошили шовчик наш, вывернули. Теперь нужно обвязать, немножечко уменьшить, потому что вырез получился для щиколотки широковатым. Поэтому будем немножечко убирать, уменьшать. Каким образом? Я предлагаю обвязать полустолбиками. Можно связать резиночку, все, конечно, можно, все здорово. Вот наш центр. У нас здесь с вами вот такие есть воздушные петельки. 2 воздушные петли свяжем. Вот. Полустолбик. И идем дальше. 1, 2. Пропускаем вот эту выемку опять за воздушные петельки. 1, 2. То есть мы провязываем не каждый прям столбик, потому что нам нужно немножко уменьшить вырез, а немножко пропускаем. То есть за воздушные арочки мы провязываем по 2 полустолбика, а расстояние между ними мы пропускаем. И тем самым уменьшаем наш вырез. Вот дальше, смотрите, просто столбики, за них вяжем. Дальше у нас идет галочка. 1 столбик пропускаем, центр провязываем. 1 столбик пропускаем, провязываем. То есть у нас тут 2 воздушные петли, 1 пропускаем, 1 воздушную петлю, 2 вяжем. То
есть вот таким образом пропускаем один столбик, провязываем второй. Вот я провязала полустолбиками 3 рядочка. Раз, два, три. А потом связала цветочки. Ну, может, кому-то нравится, кому-то нет. Тут уже это так я занималась украшательством. Как вяжутся бутоны, мы с вами уже разбирали. Есть у меня такой видео мастер-класс. Это уже такая красота у меня. Можно просто обвязать, и следочек будет готовый. Полустолбиками 3 рядочка, может быть 4 на ваше усмотрение. Вот такой следочек у меня получился. 3 ряда я обвязала. И получаем 2 следка. Почему я один обвязала, второй нет? Сейчас так модно, знаете. Разные цвета. Джинс, кроссовок, серьги. Одни длинные, вторые короткие. То есть сейчас мода такая. Один носочек обвязали, второй не стали. Если вам интересно, как эти розочки вяжутся, у меня 8 марта, 8 и 10 выходил шарфик с таким украшением. Я подробно снимала видео мастер-класс, как это снимается. Поэтому можно зайти посмотреть. А пока такие вот у меня следочки получились из остатков пряжи, как обычно, что-то осталось, чтобы не выкидывать. Связали, либо сами носим, либо подарили. Я думаю, подружки всегда будут рады, а может быть родственники, а может быть дети, может соседи по подъезду. Сделали доброе дело и здорово. Огромное спасибо, если досмотрели ролик до конца. Следочки вяжутся очень-очень просто, очень быстро. Буквально за один вечерок можно связать. Какие-то остатки пряжи подобрали, связали, и красота. Подписываемся на Яндекс.Зен, YouTube, Рутюб, Телеграм и вяжем вместе со мной.